Как зовут вас полностью? Представьтесь. Фоминых Эдуард Анатольевич. Дата рождения. 14 июля 1978 года рождения. И откуда вы? Свердловская область, Талицкий район, поселок Троицкий, улица Комарова, 31, 14. А вы говорите Екатеринбург? Ну, с Екатеринбурга, это же Свердловская область. Город Екатеринбург. Ну, Свердловская область, как с Екатеринбурга. Понял. Вы понимаете, у нас под запись идет интервью и для публикации. Да? Не против поговорить? Нет. Расскажите, как вы попали вообще сюда, в Украину? Ну, как повестка пришла с военкомата. Мобилизированный? Да, мобилизировали. Мобилизованный. Почему все время хочется сказать мобилизированный, я, честно, не могу объяснить. Пришла повестка из военкомата, вы собрали вещи и поехали? Да. Если не веришь, а как мне сказали, что уголовная ответственность. А вы знаете хоть один случай уголовной ответственности за отказ? Не военнослужащего, а вот просто гражданского? Не знаю. Такие и нет. Нет? Не. Но тут уже объяснили, что не стоило было. Может было лучше этого, там штраф заплатить. Ну, конечно. Штраф. И все. А мы просто об этом не знали. А вот сейчас просто как просидели уже. Много чего тут узнали уже. Расскажите, что дальше было. Во-первых, когда это было, повестка вам пришла? 29 сентября. 29 сентября. И дальше что было? Все, забрали нас. Отправили в город Екатеринбург, в 32-й городок. В 30-м городке нас это обули, одели. Ага. Там мы еще где-то проторчали почти 5 дней. Потом нас на самолет. Самолет у нас в Ростов. Там в аэропорту нас встретило 2 автобуса. Урал. Ну, вещи в Урал загрузили, в автобус посадили и увезли нас в поле. В поле выгрузили. Там пришло опять 2 КАМАЗа и Урал. Туда посадили нас и увезли нас в Миллерово, Ростовской области. Там мы проходили это, как говорится, обучение. Какое там было за обучение, даже не было. Один раз стреляли и по одной гранате кинули. Все обучение было. Потом нас отправили уже 11 числа. Ночью уже, вечером собрали нас и это, загрузили, привезли куда-то нас в школу. Непонятно даже. Даже не знаю, какой там поселок, деревня или что там было. Через полчаса нас опять построили. Загрузили нас это опять. Выбрали людей, 7 человек. И посадили нас в Урал. В Урал нас привез где-то опять тоже ночью. Высадили в лесу. Там встретил нас человек. И пока до утра тут посидите, утром разберемся. Утром нас это в лес увел. Мы уже там уже окапывались, ну, обживались уже. 22 Это где было? Уже какой населенный пункт? Где вы окапывались? Это как он, Горбатевка. Это уже Украина, правильно было? Нет, это вроде Донецкая область. Донецкая область это что? Горбатевка. Я понял, а Донецкая область это что? Я спрашиваю, это Украина, вы говорите Донецкая область. Донецкая область какая-то отдельная республика? Донецкая? Да. Ну, как говоришь, что с 11 числа там прошел референдум у нас. Референдум? Что вы нам даже вот Миллеру говорили, что Донецкая, Луганская область, это уже Россия. Ну, раз вам так сказали, то значит так и нет. В принципе, что как и выйти обычно. на охране, оборону это Да. Донецкая область. Ну. Дальше что было? Сейчас пока вот, когда туда прибыли, там обживались уже, это окапывались, окопы делали, блиндажи. Ну, когда все, потом уже где-то через дней 7-8 уже пошли прогуляться вдоль железной дороги. Перешли через железную дорогу, прошли еще где-то километра 2-3 и попали в засаду. И что случилось? Ну, нас обстреляли хорошо. Так. Один у нас 200-й. Так. 4 человека у нас выходило. Один 200-й, 2 300-х, которые со мной здесь. Я тоже раненый. И 4-й у нас вообще пропал без вести. Я даже не знаю, убежал ли он или куда делся, даже не знаю.
И все, а когда нас уже гранатами или чем с этих квадрокоптеров и там закидали гранатами, я только очнулся, когда мне уже солдаты ВСУ уже срезали бронежилет. Я без сознания уже лежал. Просто очнулся уже, меня уже обрезают бронежилет и по карманам шарят. Мне просто показывают, тихо-тихо, оказали первую помощь, мне сразу же перевязали, ну, жгутом. Угу. У вас ранения были? Да, ранение было. Но не очень серьезные, я так понял. Не серьезно, но в артерию. Угу. Я понял. Ну и забрали вас. Да, и забрали. Сколько вы провоевали вообще сложится? 10 дней. 10 дней. Садились. Что значит пойти прогуляться вдоль железной дороги? Зачем? Ну, мы же как разведка. А, вы разведчики? Да. Понял. Вот вы говорите, погиб кто-то там с вами, да, из ваших, который с вами шел? Да, вот самый, вот, который с нами был, это старший у нас командир взвода был. Он за что погиб? Как у нас даже и укрытия-то никакого не было, отхода. Не-не, я имею в виду за что. Ну, люди гибнут за что-то. Вот. Не могу даже сказать, за что погиб. Ну, ему же не кирпич на голову упал, правильно? Да, обстреляли. Случайно. Как-то нам повезло, что у нас не попало. Не, я понял. Я имею в виду, что идет война, да? Вот война идет. Ваш президент объявил вот эту вот спецоперацию, которая война, да? А какая у нее цель спецоперации? Конечно, не знаю, какая цель. То есть люди гибнут за то, за что им даже не сказали, в принципе. Ну да. То есть за что скажут, за то и погибнем. Ну так? Так и есть. Это нормально? Да что нет, нормально. Или не очень нормально? Нет, не нормально. Вы домой звонили уже? Нет, еще не звонил. Надо позвонить. Ну, знаете номер телефона, на котором Да, есть там WhatsApp, еще что-нибудь? Жены знаю номер. Сейчас остановим, попробуем дозвониться. Вот. Пока искали вашу супругу в WhatsApp, нашли, отправили голосовое. А еще фотку вашу надо отправить ей. Другая жена другого пленного спросила, почему он худой. Вы вот почему худой? Вот вы говорите, вы тоже сказали, сбросили. Вот вы почему худой? Потому что не кормят вас здесь? Да я почему кормил? Я сам не знаю, почему. Ну, сбросили 20 килограмм? Ну, не 20, где-то 18. Ну, 18, да. Ну, нормально сбросил, сразу видно. Там что вы ели? Сухпайки. Чисто сухпайки. Ну, хватало вам еды? Ну, да какой хватало, не хватало. Почему? Ну, да как-то не знаю. Не, ну сухпайок, он же вроде там же много всего. Да, или нет? много. Ну, все равно как-то не хватало. У нас сухпай там мы делили на троих. А это уже другой совсем вопрос. На троих на день один сухпай? Нет, почему? Вот, ну, утром поели на троих, там, в обед на троих поели, вечером тоже. Ну, короче, пайка положенная, урезана Ну, в 3 раза. На четверых, да, вот так делили. В 3-4 раза. Понял. Расскажите, какие между вами там были разговоры, может быть? О чем люди думают? Что между собой говорят? Да как-то все о своем думали, даже не знаю. Как-то в основном-то не общались. Не особо. Ну, это, в принципе, я так заметил, что вы и здесь между собой не особо общаетесь. Да, Вы все, наверное, тут думаете, что у вас... Быстрее бы меняли бы домой все, тут только об этом и думают все. А так тут как все это, каждый сам за себя, тут нет такого, тут даже видно, что как, не знаю, как сказать, ну, каждый сам за себя тут. И все думают только о обмене. Некоторые туда что сидят уже по 5, по 6 месяцев, По 8. по 8 даже есть. Вроде бы я не утверждаю. Но все ждут и ждут обмена. Только все об этом только думают. А так, что-то с кем-то поговорить, тут без толку даже. Угу. Ну, а там вот вы вот даже вот по общим темам, например, там каким-то общались. Вот как настроение было? Боевое? Где там? Да. Нет.
Мне вообще даже неохота было. Как боевое. Лишь бы остаться живым. Вернуться домой, к семье. А у остальных? То же самое. Ну, а были такие, которые рвались в бой? Ну, у нас таких не было, что рвались там в бой. Все вот там вот, как сказать, что вот мобилизованные там на 3 месяца до декабря, все в декабре у нас уже собирались домой уже ехать. А там нам, как говорил командир взвода, что не знаю там как, что у них, если мобилизованных бросили, то неизвестно, когда домой уже поедем. Мы уже собирались в декабре домой ехать. Мы как в сентябре нас это забрали 29 сентября, что в декабре уже дома быть, Новый год уже отмечать с семьей. Мгм. Цель вы свою понимали? Ну, что вы делаете, зачем? Так что там, ничего не понимал я даже, что я делаю. Много шансов у такой армии что-то победить, если они даже не знают, что и зачем. Не знаю, даже не могу ответить на такой вопрос. Сложный вопрос. В общем, ваша жена, по крайней мере, прочитала наши сообщения, и, по крайней мере, мы можем попробовать ей позвонить. Добрый день. Добрый день. Я вам уже представлялся, что меня зовут Владимир, я журналист. Да, ваш муж рядом со мной. Я даю вам поговорить. Этот разговор под записи для публикации. Услышали, да? Ну, разговор под запись. Услышали? Слышу. Ну, пожалуйста. Привет. Привет. Че, худая, а? Все плохо, да? Ну что там это, Как все? военкомат, ты что, узнала? Так у меня же все сделано. Ты везде во всех списках. Ну что-то и даже не то, сколько уже у нас обмена 2-3 прошло. Тишина. Ну, если тебя не запрашивают, что ли? Ну почему? Допрашивают. Запрашивают. Нет, тебя не запрашивает наша сторона, что ли? Да, тишина. Тут парни... Мне доказывают, что все уже. Тут парни... Что с тобой Бог. Нет, тишина. У нас вот парни, которые с нами приехали, вот даже вот из, вот, когда из Киева. Ну, в Харькове мы были уже, в Киеве побывали уже. Сейчас уже вот это. И они уже сразу же где-то через дней 10 уже их домой отправили. Наших. 45 человек приехал. Нет, мне все доказывают, что во всех списках, во всех, и по тебе ведутся переговоры. Да. Мне все это доказывают. Я уже все прошла, что можно. Тишина. Не знаю сейчас еще. Как ты, как нога? Болит. Там Как дочь? что мне сделать? Что нужно? Больше им звонить нужно, больше нужно говорить, больше спрашивать. Чем больше будете звонить и спрашивать, тем быстрее его поменяют, это точно. Я поняла. Я же говорю, что все везде уже сказали, что ты стоишь по переговорам. По Тебя переговорам. все запрашивают. Переговорам. Нету, значит, ничего такого. Как доча? Точно. Как мы можем? Мы не живем, а существуем просто сейчас, в это время. Мы из больничного не выходим. Не только на больничных сидим. И ничего не могу. Покажи хоть ее. Ты-то как? Ну, с ногой-то все-таки что? Ты не ходишь, не наступаешь? Ну почему хожу я? Но часто уже начал ходить. Первое время-то на костылях ходил, сейчас уже хожу. Обезболивающие ставят мне. Гематома большая на ноге. Давайте я покажу. Подожди. Встаньте. Дай. Тут снимать много штанов.
Да нет, я говорю, стоите? Да, стою. Стоите. Он стоит и ходит, ему предоставили медицинскую помощь, все нормально. По поводу ваших переговоров, пусть отдают вместо него украинского бойца и пусть едет домой. Он никому не нужен, тут нормально все кормят, ухаживают и так далее. У меня вопрос к вам. Вы зачем мужа вообще на войну отправили? Я его не отправлял. А что вы его не... Ему никто не... А чего вы ему не сказали, чтобы он дома сидел? М? Ну вы не плачьте, я же вам ничего такого не говорю, я же вас спрашиваю просто. Интересно, понимаете? Зачем россияне отправляют своих мужей убивать украинцев? Вот мы понять хотим. Голову на ответственность все это. Да никто из нас, из жен, никогда не отправит своего мужа просто так на войну. Да я вообще... Ну, вот смотрите, ваш муж говорит уголовная ответственность, правильно? Да. С вами шли ребята, погибли. Да. То что лучше, уголовная ответственность или погибнуть? Лучше уголовная ответственность. Лучше, говорит, уголовная ответственность. То мы с вами за 5 минут тут разговаривали, пришли к тому, что вам туда не надо было сюда ехать, правильно? Или как? Да. Ну, так зачем они сюда едут? Что они хотят вообще? Они сами объяснить не могут. Что они здесь хотят, что они здесь забыли? Но каждый тоже думает своей головой. Так не думает, в том-то и проблема, видимо. Что, не думает? Не могу за всех сказать, каждый своя же голова. Ну, а вы думали головой? Вот если бы ваш муж погиб, он бы за что бы погиб? За что бы он погиб, ваш муж? Вот видите, не знаете. Но так получается, что вы народ, который просто идет, не знает за что. Что, похудела? Ты вообще стал неузнаваем. Почему? Тебя точно нет в списках? Тебя не запрашивают Я не знаю, Россия? ничего меня не запрашивают. Я уж сколько уже давно, может, сидим уже. Вы Попали. расскажите жене, как вы один паек на троих, на четверых ели, чтобы она понимала. Так что я... может, Она же думает, что вас в плену не кормят. А нормально. где вообще в плену? Вы можете мне сказать? Ну, в Где Украине, находитесь? какая, В вот Украине. какая разница? В Я Украине. не могу говорить где. На Украине. То есть ты уже третье место поменял или второе? Уже третьих. Уже третьих поменяли уже. Ждем. А второй человек, который был, он тоже здесь? не-не-не, вот со мной, да, он здесь тоже. Он тоже здесь? Да, тоже здесь. Ну, который со мной был. Ну, я поняла, который изначально. Ну, которого от нас ранило сразу же в бою. Тебе звонить не будут давать, да? Почему? Здесь есть у вас возможность Ну, позвонить? я как-то В звонил, очереди. дозвониться не мог просто. Ну так это же ваша проблема, что дозвониться не могут. Значит, номер может не тот какой-то. вот. Почему? Вот этот номер даю. Ну а почему не могли дозвониться? Не знаю. Был пропущенный уже, да? Нет, недоступно было. А, недоступно? Ну, я не знаю, почему ваша жена Не была. было звонков ни разу вообще. Я тебя... Меня спрашивают все, а я... Ты не ну как сказать, у меня никто не выходил все это время. Скажи, Нет, но он говорит, что дозваниваться пытался, вы были недоступны, вне связи. Это могло быть такое? Нет, меня постоянно на связи. Я это все время наоборот на связи. Ну, не знаю тогда. А ну, вообще-то Россия блокирует звонки с Украины, поэтому кто знает. Может, линия перегружена была. Может, линия перегружена была, кто знает. Я где-то неделю назад, полторы недели звонил. Не мог дозвониться, 3 раза пробовал. Линия вроде перегружена была. Нога-то все-таки у тебя там вот после этого ранения опухоль, да, идет? Да, гематома, у меня там собралась кровь. Опекшая. Так это уж на оперироваться надо. Да, укол ставят, ничего, вроде нормально сейчас расходится все. Хожу. На ногу-то больно ступать, но ничего, бегаю уже. А первое время-то все на костылях бегал. Сейчас костыли бросил. Разрабатывал ногу.
Ну ладно, если что, давай там это, узнавай. Покажи мне хоть дочь. Дома она. Она сейчас растрепется. Ну ладно, давайте. Не плачь. Ну все хорошо. Спасибо. Не отправляли бы вы его в Украину, так не пришлось бы вам плакать, и дочке вашей плакать, и вам всем плакать. И нам не пришлось бы. Потому что они здесь не только гибнут, но еще и убивают. Чтобы вы просто знали себе. Так я говорю или не так? Так, спасибо за звонок. Нет, не за что. Ну, нам это тоже надо для того, чтобы вместо вас нашего кого-то отдали. Но у меня же вопрос, который я вот задавал жене. Вы говорите, своей головой надо думать. Ну, вы чем думали, когда сюда ехали? Да я как-то ничего не думал. Вот в том-то и проблема, что вы говорите, у каждого голова. А у каждого такая же голова, как и у вас. Тоже объясняли, что мы даже, как сказать, не будем в таких боевых действиях участвовать, просто будем на охране обороны. Так это всем говорят, вас дурят, вы что, не понимаете? Так, что всех дурят. Все об этом только и говорят, но что всех обдурили. Ну. Так мы вот записываем эти интервью для того, чтобы публиковать, чтобы россияне смотрели, слышали, чтобы до них доходило, что вас дурят. Что нету такого, что мобилизуют и отправляют куда-то на какие-то там блокпосты мифические. Всех отправляют на передок, на самый передок, в самое пекло. Ну так чи не так? Так. Ну. Два мифа. Каждое интервью одно и то же, с мобилизованным. Мы воевать не будем. И второй, первый, мы воевать не отправляют на войну, мы воевать не будем. И второй, нас бы посадили, если бы мы не поехали. А ни одного случая такого, чтобы за отказ от мобилизации посадили, именно вот гражданского человека, такого нет случая. Ну я тоже вот 22-го, когда в плен попал, мне тоже там вот дали позвонить первый раз, вот жене дозвонился. Я сразу же сказал, что ну, и потом еще и перезвонили там уже, что уже подали там уже все, уже военкомат. Я уже... понял. Дали позвонить жене, кто, нацисты? Да. Нацисты? Да. Как они выглядели? Не как нацисты, почему нацисты, эти солдаты ВСУ? Ну так, а у вас же говорят, что мы тут нацисты. Так я нацистов тут еще не видел. Так я понял, а что ж тогда у вас говорят, что у нас тут нацисты? Не знаю, почему говорят. Врут, что ли? Не знаю. Как с блокпостами врут. Вам врут. Вам врут, чтобы вы сюда шли. Ну так. Ну то те, которые погибли, они погибли за что? За то, что им наврали, получается. Вы понимаете, что пока вот с 2014 года здесь России не было, пока она с 2014 года сюда не зашла, мы спокойно, мирно жили. Так что-то мне даже вот по телевизору смотрел, что вот то Украина нападала на Донецкую область. Да Донецкая область это Украина. Вы просто серьезно, вы не это самое, не соображаете. Россия это уже потом уже только вошла, а воевала-то Донецкая область, Луганская область. Донецкая, Луганская область это Украина. Украина, понимаете? Вот есть страна, да? Вот у нее суверенные границы есть. И вот эта вот Донецкая и Луганская область, это вот в суверенных границах вот Украины, понимаете? И вы с 2014 года уже сюда полезли. Нет, не с 14 года. С 14. Тоже Донецкая и Луганская, тут россиян даже не было. Да? Показать вам? Ну, я не знаю. Ну, я вчера просто вашим коллегам 2 часа это кино показывал. Нарезку кадров, что там происходило, как там заходили ваши военные на танках, на машинах заезжали. Нет, я просто что я знаю, говорю, что 24 февраля вот уже наши уже вступили. Да 24 февраля это уже последствия, все началось в 14-м. Ну там я не знаю, что я знаю, что там луганские, донецкие эти казаки там воевали. И казаки, и добровольцы, и наемники, и кто только не воевал. свою Донецк и Луганск. Там, вот, Да какие же свою, если они с России туда пришли? Там и ополченцы были, которые якобы обороняли свое, и с России пришли. Только это часть Луганской и Донецкой, часть людей. А остальная часть, она что, вас не интересует? А 2 миллиона человек, которые оттуда выехали после того, как туда зашла Россия, вас не интересует, по сути, половина населения.
основная часть людей, которые там жили спокойно и вообще не хотели, чтобы к ним приходила Россия, там еще кто-то, спокойно себе жили, они вас не интересуют. Вам зашли, провели этот псевдореферендум, 5% Донбасса туда пришло на этот референдум. Огласили, что все, надо их защищать. Да если бы вы туда не пришли в 2014 году, еще вообще бы ничего бы не было. Вообще. Ну, я не слышал, что россияне там были 2014 года. Да Просто правильно, вы, я конечно, просто говорю, что я слышал. Вот и всё. Ну, правильно. Вы думали, что они сами там, да, все жители? Нет, Раз. то, что там были Донецкие, вот эти вот Украина нападает там на Донецк, ну не знаю там как они там, Украина, тут Донецк. Давайте я вам сейчас нарисую такую же самую картину, да? Смотрите, Украина заходит в Белгород, да? Из Белгорода половина населения бежит. Потом мы там включаем свое телевидение, рассказываем всем, что вас Россия бомбит, и мы вас защищаем. А Белгород это же Россия. Да почему вы считаете, что Белгород это Россия, а Донецк это не Украина? Вы вообще, вы реально, вы вообще просто тупо не ориентируетесь в этом. Ну про Белгород-то я не знаю ничего. Нет, я вам просто рисую встречную картину, которая могла бы быть. Вот Украина туда заходит, потом Россия начинает защищать свои территории, свой Белгород, воевать с Украиной, которая туда зашла. И мы рассказываем жителям Белгорода 8 лет, что вас бомбят злые нацисты с России. Все, вы должны защищаться. И некоторые из них в это верят и реально идут защищаться. Вот как было в Донецке и в Луганске. И вы почему-то решили, что это ваше. Но это не ваше. Да нет, я не говорю, что это наше, не наше, что просто я говорю, как это слышал. Давайте я вас по-другому спрошу. Слышал, я понял, это совсем вообще такое слышал. В России мало земли своей. Да почему Россия вроде самая большая земля? Полно, правильно? Полно. В России люди все хорошо живут? Да не все. Не все. Там что, не надо никому помогать, никого защищать? Почему не надо? Надо. Так интересовались бы своей страной. Чего вы в эту лезете? Там бы помогали, защищали, там, я не знаю, референдумы вы проводили. Проведите референдум там. Под Китаем там проведите референдум. Если вы такие любители узнавать мнение народа, возьмите Россию всю и в каждом городе или в каждой области проведите референдум. Может быть, те, которые живут под Китаем, хотят в Китай, что вы их не спросите? А те, которые под Японией, в Японию хотят, что вы их не спросите? А те, которые под Штатами живут, может, они в Штаты с удовольствием бы отошли бы, все территории. Чего же вы их не спросите? Чего же вы приезжаете в Украину, в Донецкую, Луганскую область, здесь спрашивать, куда они хотят? И выбираете именно тех, которые реально хотят, и показываете их. А как же остальные? Я не пытаюсь сейчас с вами провести просветительскую работу, потому что я понимаю, что это просто тупо невозможно. Но я вот зрителям, задаю вот как бы этот вопрос. Вы зачем, вот идете умирать за то, в чем вы понятия не имеете, что и как происходило, начиная с того же 2014 года. Ведь если кому-то интересно из зрителей, у меня к каждому видео закреплена ссылочка на видео, называется «8 лет». И там по хронологии разбито, как Россия заходила и что они вот это вот вытворяли, начиная с 2014 года, начиная с Крыма, а потом с Донбасса, с Донецкой и Луганской области. Заходите, смотрите, если вам интересно. Вы увидите, как это все происходило, как заходила российская техника, как они с жилых кварталов били по украинцам, как они даже с территории России били по той же Луганской области. И рассказывали, что это вооруженные силы Украины. А там все четко зафиксировано, показано и рассказано. Если интересно. Вы же гибнуть идете за вещи, о которых вы понятия не имеете, ни малейшего. И главное, и гибнете. Все. Человек погиб, его нет. И он так и не понял, что к чему вообще, что происходило. Вашему главнокомандующему, так называемому, просто захотелось захватить Украину. Не получилось всю, хочет хоть кусок отхватить. А мы воюем за свою землю. Вот и все. В чем смысл? Не будем об общих. Понял, с вами об общих нет смысла разговаривать. Вы там слышали. Просто давайте от себя. Вот вы все знаете наперед. Пошли бы еще раз? Нет. Что бы делали? Да лучше дома, с семьей сидеть. А другим что можете порекомендовать россиянам? Ну, как я могу другим порекомендовать? У каждого своя же голова. Понял, у каждого своя. Но вы, вот вашей головой, вы бы не пошли бы второй. Я больше не пошел. А что бы вы делали? Также дома бы работал и семьей. А вам же повестка пришла.
Повестка придет, я лучше даже пойду в эту уголовную ответственность, как там пугает. Но... Ну, вы понимаете, что уголовная ответственность это не просто взяли и посадили. Это ж суды должны пройти, доказать же должны там вашу вину. Пускай доказывают. О, видите, вот это еще вилами по воде писано. Докажут или не докажут, посадят или не посадят. Это еще вилами по воде писано. А сюда можно пойти и на второй день умереть. Так что лучше? Не, лучше в тюрьму. Ну, в общем, у каждого, у кого своя голова, пусть послушает этого человека, у которого его голова, и сделает выводы своей головой, опираясь на его голову, может быть, да? Каламбур такой.